13 января 2020 года в Таиланде был зафиксирован первый случай заражения COVID-19. И по сегодняшний день королевство, как и множество других стран, прилагает все усилия для борьбы с пандемией. В этом видео вы узнаете, какая ситуация с коронавирусом в Таиланде. На данный момент в стране действуют следующие ограничения. Какие меры принимает правительство, а также как обстоят дела с вакцинацией на Пхукете и что об этом думает местное население. На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом превысило 193 тысячи человек, среди которых выздоровевших 185 тысяч человек, смертельных случаев 1330 человек. Вся страна поделена на зоны в зависимости от заболеваемости. Красная зона – район с максимальным контролем, высокое число и рост заболевших – более 100 человек в день. В красной зоне находятся 3 провинции и столичный округ Бангкок. Оранжевая зона – от 50 до 100 случаев заражения в день. Сюда входят 3 провинции Таиланда. Желтая зона – районы, где фиксируется от 10 до 50 случаев ежедневно. В эту зону входят 14 провинций. В зеленую зону, где фиксируется менее 10 случаев ежедневно, входит 36 провинций. И белую зону, где отсутствуют случаи заражения. Это оставшиеся 20 провинций. На данный момент в стране действуют следующие ограничения. Обязательно ношение масок в общественных местах, и в целом при выходе из дома. Комендантского часа нету, но в некоторых провинциях власти рекомендовали не выходить из дома в ночное время. Некоторые учебные заведения перешли на дистанционное обучение, однако интернациональные школы остаются открытыми. Все развлекательные заведения, конечно же, закрыты. А продажа алкоголя в ресторанах и распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено. Также с 13 мая нельзя ходить в гости и собираться, чтобы отметить какой-то праздник у себя дома, можно только членам семьи, которые проживают непосредственно в этом доме. Торговые центры, рестораны и кафе работают только до 9 часов. Пока Пхукет не открывает границы и в стране действуют ограничения, Лаян Грин Парк совершает почти все сделки с покупателями онлайн, начиная от демонстрации квартиры и строительной площадки по видеосвязи, заканчивая отправкой всех документов почтой в любую страну мира. Чтобы получить бесплатную консультацию, просто напишите нам напрямую. Ссылка на чат в WhatsApp находится в описании к этому видео. Или же просто переходите на сайт и оставляйте заявку там. Наш менеджер свяжется с вами в удобное для вас время. Что касается туризма. В Таиланде был снова введен 14-дневный карантин по приезду, хотя до этого он был снижен до 10 дней и планировалось снизить до 7 дней. Но из-за новой вспышки коронавируса снова было принято решение правительством Таиланда вернуть 14-дневный карантин. А также для туристов из Пакистана, Индии, Бангладеша и Непала был введен запрет на въезд в страну до улучшения ситуации с коронавирусом в этих странах. И теперь перейдем к приятным новостям. Власти Таиланда также активно готовятся к приему иностранных туристов и придерживаются первоначального плана открытия популярных туристических направлений. В первую очередь это, конечно же, провинция Пхукет. Программа, которая называется «Пхукетская туристическая песочница», подразумевает под собой открытие Пхукета с 1 июля для туристов, которые получили 2 дозы вакцины. Но также еще один очень важный момент. Для открытия Пхукета 70% населения острова должно быть вакцинировано, чтобы достичь коллективного иммунитета и избежать распространения коронавирусной инфекции. На данный момент вакцинировано более 28% населения острова. И эта цифра продолжает увеличиваться с каждым днем. Массовая вакцинация в стране началась 28 февраля 2021 года китайской вакциной Sinovac. На сегодня в Таиланде одобрены следующие вакцины. Sinovac – Китай, AstraZeneca и Covishield – Великобритания и Швеция, BioNTech – Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson – США. Российская вакцина «Спутник Ви» еще не одобрена ВОЗ и на данный момент проходит этапы проверки. Однако еще до официального одобрения ВОЗ правительство Таиланда заявило о намерении утвердить «Спутник Ви» на территории государства.
и даже закупить данную вакцину для населения. Более 400 человек подали заявки на прививку российской вакциной. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-о-Ча заявил в своих соцсетях, что Владимир Путин готов поддержать королевство Таиланд в борьбе с пандемией, и это будет способствовать укреплению дружеских отношений между странами. Кстати, посол королевства Таиланда в Москве и все сотрудники посольства уже поставили вакцину «Спутник Ви». Что касается меня, у меня не было никаких побочных эффектов, и я уже сообщил об этом в Бангкок. Государство активно стимулирует население прививаться, даже раздают деньги, устраивают лотереи, розыгрыши. Например, в провинции Чангмай устроили розыгрыш коров между вакцинированными людьми. И это действительно поспособствовало вакцинации, так как количество заявок увеличилось в разы. Все желающие сотрудники команды Loyang Green Park уже получили вакцину. В нашей компании это добровольное решение каждого. И хотим отметить, что мы ни в коем случае не призываем к вакцинации или ее игнорированию. Это решение каждого человека. Мы делимся с вами тем, что происходит в Таиланде и на Пхукете. И нам интересно ваше мнение. Как вы считаете, стоит ли прививаться? Пишите в комментариях. А вот что думают на этот счет жители Пхукета. Я уже сделала прививку. По данным правительства, губернатор Пхукета планирует вакцинировать 80% жителей Пхукета в течение июня 2021 года. Сейчас я уже сделал первую прививку, а следующая будет 23 июня. И тогда я буду полностью вакцинирован 2 фазами. Я уже сделала обе фазы прививки, и мы ожидаем, что на Пхукете будет привито 80% населения к июлю 2021 года. Ситуацию с COVID-19 в Таиланде и в мире сложно назвать стабильной. К примеру, на Пхукете более 7 месяцев не было зафиксировано ни одного случая заражения. Однако сейчас отмечаются всплески заболеваемости. Мы стараемся освещать все важные события, связанные с коронавирусом и открытием границ, так что подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе.